Добро пожаловать на мой канал всем любителей магии, эзотерики, гаданий и всего таинственного и мистического. Сегодня я хочу начать записывать такую рубрику, как анализ компьютерных игр с точки зрения эзотерики, с точки зрения философии, какие знания они могут нам дать. Почему-то многие люди уверены, что компьютерные игры – это некое зло, которое надо запретить, они разрушают мозг и прочее, прочее. Подобную ерунду вы, наверное, слышали. Многие думают, что это действительно так, но тогда уж надо запретить и все фильмы, и все книги, а уж тем более интернет, поскольку там информации всякой плохой достаточно много. И люди там тоже проводят очень много времени и не занимаются ничем полезным. Конечно же, компьютерных игр очень много, и действительно сильных и качественных произведений, продуктов, их не так много. Продуктов не очень красивое слово, конечно же. Многие знают, что у меня есть свой игровой канал, там мы проходим достаточно различные игры, что-то обсуждаем, но там нет такого какого-то глубокого анализа, философии, мы такое не проводим, хотя иногда обсуждаем с моими подписчиками, со зрителями, чем может быть интересно произведение. И сегодня я тоже хочу с вами порассуждать на эту тему и показать, даже не показать, наверное, порассуждать, какие знания могут дать компьютерные игры. И наверняка люди, авторы, сценаристы, которые придумывают такие идеи, они обладают какими-то способностями, или что-то где-то видели, читали, или, возможно, как-то пытаются воплотить свое видение мира, иначе откуда у них берутся такие идеи. Хочу начать с очень сильной такой игры под названием Hellblade: Senua's Sacrifice. Очень красивая компьютерная игра. Она очень необычная, и она будет интересна многим людям. В целом, я, конечно, надеюсь, что данная рубрика, она поможет вам по-другому взглянуть, может быть, на какие-то произведения, может быть, услышать какую-то новую информацию, порассуждать, и тоже вас может что-то заинтересовать, или просто пофилософствовать вместе со мной. Мы сейчас обсуждаем Hellblade. Очень сильное произведение. Это история о кельтской героине, которая страдала некой формой психоза. Диагноз в игре ей никто не ставит, но якобы у нашей героини были видения и слуховые галлюцинации. Примечательный факт в том, что для этой игры специально отбирались пациенты из больниц, которые были очень рады использовать, применить свою болезнь, да, там не рассказывается, конечно, кто участвовал, но некоторые давали интервью, что они очень рады помочь в создании игры, они очень рады, что их болезнь станет источником вдохновения, они смогут показать, что они испытывают, как они слышат, и это очень здорово, на самом деле, это очень здорово, то есть они фактически люди, да, больные, считаются, да, что они больные. Возможно, они не больные. Мы с вами-то знаем, почему они слышат и кого они слышат. Это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, они говорили, что они очень рады поучаствовать в создании произведений и показать другим людям, как они слышат, видят мир. То есть это одна из таких особенностей этой игры. И люди, которые испытывали видения, слуховые галлюцинации, они записывали голоса. Наша героиня, она жила в небольшом таком поселении, где ее тоже не принимали ее сородичи. То есть она видела видения, она слышала голоса, но она была неким изгоем. Я немного расскажу вкратце сюжет, да, и чем он может быть интересен. То есть ее побаивались. И когда она ушла просто, потому что
ее никто не принимал, кроме ее возлюбленного. У нее был возлюбленный, которого она очень любила, он ее любил, он ее поддерживал, то есть это давало ей силы жить. Но когда она вернулась обратно, она обнаруживает, что ее семью, всех людей, которые с ней жили, соседи, все остальные, они просто погибли от скандинавских воинов, то есть она кельтская, и вот начинается как бы ее личное путешествие. Она слышит их голоса, и к ней присоединяются духи-помощники. Возможно, можно предположить, что к ней присоединяется в самом начале дух-помощник, который с ней беседует, который дает ей какие-то мысли, а может это какая-то просто сущность, да, может это ее второй голос, может это какая-то ее субличность. Об этом нигде не говорится, но мы можем об этом подумать. И что же происходит? То есть и она с помощью своих видений, с помощью своих вот каких-то... ей очень тяжело выживать в этом мире, и, то есть, собственно, про это игра. Come back to you. I promise. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. Кстати, интересно, что игра начинается с пересечением реки вот этой туманной, то есть как бы, сами знаете, кто у нас по реке ходит, как раз мир Хель, да, туда путь и лежит, мир смерти. Ну вот она лодку эту и отталкивается. Да. Интересно, конечно, что в ходе игры героиня находит руны, то есть в игре представлен весь старший футар скандинавских рун, и при нахождении какой-то руны, там, конечно, не говорится, вот такая руна, но, по-моему, кратко так называется, рассказывается кусочек из мифологии про Одина, про Бальрода, про Хель, и вот всякие вот различные кусочки, конечно, некоторые из них я слышала, читала немножко и в ином варианте, но, тем не менее, как бы вы сами понимаете, перевод можно трактовать и так, то есть про Йормурганда, про мировое древо, про змея, про Рагнарок, про это все там говорится. И это очень здорово, то есть, например, для меня, как человека, который увлекался рунами, не увлекался, изучал руны, и изучает, и будет изучать, и работать с ними, было очень интересно послушать и мифологию, и посмотреть, и вот как бы, как это все представлено, и сама вот эта вот обстановка, антураж, это очень здорово. Дальше нам говорится немножко про мироздание самого мира, то есть про змея, не змея. Куда идет героиня? Она идет к Хель. Конечно, все происходит в ее видениях, как будто это все не настоящее, но кто знает, может быть, своим сознанием она действительно может перемещаться. Люди, которые практикуют, например, осознанные сны, они прекрасно знают, как можно видеть и осязать то или иное событие, и то же самое происходит с нашей героиней. Были ли у нее действительно способности, или это была болезнь, нам никто об этом не говорит, об этом мы можем только рассуждать, но то, что все умрут, она это предсказала, то есть у нее был дар предсказания. Поэтому ее испугались, ее выгнали из поселения, да, выгнали, потому что им не понравилось, что она говорит, да, что про смерть, еще что-то там, и так далее, и так далее. То есть с этим она всем, конечно, сталкивается. И потеряла она любимого, и куда она идет? Конечно же, в мир Хель, к самой Хеле, к богине смерти, для того, чтобы достать его, любимого своего, встретить там или остаться с ним.
Ну и, собственно, игра как раз про это, то есть игроку предстоит идти через различных существ, то есть кто эти существа, кто к ней приходит, что это за сущности, можно только гадать. У нее постоянно слышатся голоса, да, то есть и они ей советуют, то есть кто это такие. Одни ей советуют что-то там дурное, другие дают какие-то там действуй так, третий ее пытается склонить к суициду, ну и так далее, и так далее. Об этом очень много можно говорить, потому что, хотя игра не очень большая, где-то около 10 часов, если проходить ее не спеша, все слушать и вникать в эту красивую атмосферу, в этот антураж, это очень красивое, действительно, прям интересное, насыщенное, информативное просто путешествие. All of her suffering will have been for nothing. Здесь, кстати, есть небольшая аналогия, что в Хейль тоже половина как бы светлая, другая темная, да, считается как гнилая. И Сено тоже как бы отождествляется в какой-то момент с ней, но она понимает, что если она ей станет, то как бы ничего у нее не выйдет. Здесь тоже интересен этот момент. Ну, а что происходит далее? Далее она идет из мира в мир, идет, собственно, достигает саму Хель, проходит какие-то испытания Одина, где ей приходится без глаз, якобы она теряет зрение, ей приходится без глаз, только доверившись своему чутью, пройти мимо злых существ, которые ей кажутся, что они злые. То есть она преодолевает себя и вот как бы борется, да, с этим. Мне очень понравилась концовка. В конце там наша героиня, она должна решить, остается ли она в мире Хель, а мир Хель – это смерть. То есть, да, она не встречает, конечно же, никакую богиню, никакого божественного просветления нет, никакой богини она не встречает, хотя ей кажется, что она встречает. Но потом выясняется, что это какая-то ее субличность там застряла, и она тянет ее туда, то есть как бы склоняя остаться в мир Хель, остаться в мир смерти. Но если она там остается с любимым, его она там так и не встречает, она понимает, что она должна отпустить это, да, отпустить своего возлюбленного, она должна оставить каких-то там злых существ и не слушать их, не поддаваться на их провокации. Ну, я говорю так, да, злых существ. Конечно же, в игре нам об этом не говорится, но хотя там тоже нам показывают ее второе «я», которое постоянно сомневается, оно слабое, она вынуждена с ним бороться, она вынуждена его уничтожить. И в конечном итоге все заканчивается хорошо. Хорошо, то есть она справляется с этими своими способностями, страхами, она проходит это все, оставляет своего возлюбленного, это связь. Тоже, видите, и связь про любовь очень интересная. То есть это возлюбленный, он давал ей силы изначально, да, то есть здесь про силу любви. И эта любовь помогает ей жить очень долго. Конечно, ей очень болезненно потерять его, но, может быть, благодаря ему, благодаря каким-то добрым словам, да, благодаря тому, что он был она чувствовала, что его дух где-то рядом, все равно с ней она находит в себе силы как-то вот пережить это все. Ну и в конечном итоге она действительно отпускает все это, оставляет в мире Хелли и выходит. Очень сильное действительно произведение, можно так сказать. Мощная, сильная. Я сталкиваюсь с таким, что действительно многие игроки, они не понимают, о чем это, но это неудивительно, потому что кого-то это может напугать, какие-то голоса, там что-то, да. А многие люди, которые со способностями действительно слышат и голоса, и какие-то не свои мысли, действительно их это может пугать, и игра как раз об этом.
Ну и что хотела в завершение сказать. Действительно, замечательное, сильное произведение. Если вы интересуетесь компьютерными играми, я вам очень рекомендую в нее поиграть. Если не интересуетесь, я надеюсь, что вам просто было интересно узнать, что такое произведение есть, как много людей было задействовано и какое оно получилось сильное. Может быть, посмотрите обзор где-то. Вот, наверное, буду пытаться разбирать в таком же духе какие-то другие интересные игры. Пока что с вами прощаюсь. С вами была Янина Никитина. Всем пока.